Здравствуйте, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз гороскоп на неделю с 22 по 28 января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Переложите, может быть, свою ситуацию, воспользовавшись интуицией, переложите на метафоры колоды карт Таро языческих кошек. Очень добрые карты, и они больше показывают действия. И вот я как раз думаю, что какой-то вариант развития событий сможете просчитать. И мы с вами узнаем, зададим вопросы, что важно знать, и неожиданности. Итак, что для вас будет в приоритете или что важно знать, будет первая карта. Чего не избежать или неожиданности, вот узнаем. Чему сейчас не время или что вам может помешать. А что вам будет помогать, что будет радовать. Достанем карту «Что скрыто». И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Финансовая история, финансовая энергетика. И личная жизнь, как видят карты. Итак, что же для вас будет в приоритете? Вы знаете, вообще сама по себе неделя вокруг вас именно может быть достаточно динамичная. Много информации. Может быть, приходит та информация, которая нас как будто подталкивает к действию как раз. Или нужно срочно куда-то отправиться. По этой карте, может быть, вы будете раздумывать, отправляться мне, принимать участие в этом деле или нет. Но не крупная карта, и как раз она чаще говорит о том, что пришла информация, а мы как будто должны откликнуться. Или как-то, не оставить это без внимания. И на потом как будто это мы тоже не можем отложить. Давайте мы узнаем неожиданности, что же это может быть. А тут что-то важно не прошляпить, мои дорогие. Все-таки в неожиданностях у вас карта победителя. Но эта карта еще нам говорит 50% успеха добиться чего-то. И остальные 50% удерживать свои позиции. Поэтому для кого-то из вас не рискуйте собой. Вот может быть и будет предложена какая-то буквально даже поездка или информация. Для кого-то она может служить какой-то отправной точкой и новым вариантом развития событий, возможностей. А для кого-то это ведь неделя достаточно немаленький срок для именно информации. И может быть это много разной информации, вот такой вот быстрой, скорой. Поэтому в целом, поскольку в неожиданностях у вас серьезная карта победы, значит здесь откликаться только на то, что надежно. То, что как раз помогает удерживать собственные позиции, свой собственный успех или способствует росту, буквально так. Чему сейчас не время? Что-то завершать. Словно, знаете, ставить в чем-то точку. Уходить буквально от решения каких-то вопросов и хлопать дверью. Может быть, у кого-то и так может проиграться. Все же это у нас жезлы выпадают, и это карта импульса. Но вот именно в этой колоде карт, обратите внимание, темноватая обстановка. То есть, как будто летят эти жезлы, информация летит. Но пока непонятно, как это воспринять, заниматься этим или нет. Обманывают нас или проговорят правду. И, видимо, реагировать на что-то для вас, если вот так вот резко, как я сказала ранее, как будто это может помешать. Может быть, как раз карта нам восьмерка жезлов и хочет сказать, что информация будет разная. Где-то это нужно уделить внимание, поскольку рядом карта победы, а где-то это как фейк или что-то ложное, и, может быть, незаведомо ложная какая-то информация, а просто, предположим, человек нам весть какую-то принес, а он еще сам не знает, можно этому доверять или нет. По крайней мере, не время что-то рвать, крушить, что-то завершать окончательно. И это старший аркан, мои дорогие. Как будто трансформация, увы, уже в процессе. Но не нужно думать, что она закончилась. Вот. И такой вариант тоже. Вот чему сейчас не время? Не время ускорять какой-то ход событий, мои дорогие. Тут явно есть какая-то составляющая в вашей жизни, может быть, и вопросы. У кого-то это будут вопросы, связанные, кстати, с личной жизнью, у кого-то могут быть связаны с финансами. Почему? Потому что у нас будет как раз на неделе Венера
и Марс в знаке Козерога, в статусном знаке, и у кого-то Венера проиграется как вопросы любви и личной жизни, у кого-то из вас это составляющая, каким образом ко мне приходят деньги или как я зарабатываю. И по жезлам, у вас две карты жезловые, я могу предположить, что больше или для большинства из вас как раз вопросы, дела, работа, бизнес и деньги. И поэтому даже если на работе, понимаете, у вас сильная достаточно позиция, все-таки карта победителя в неожиданностях, вроде как есть победа, но нужно ее удерживать любой ценой. Видимо, будут те события, которые будут вас, ну так, пытаться, или люди, сбить с ваших настроек, или спровоцировать, может быть, на какой-то импульс или импульсивное решение, когда я здесь что-то оставляю, все-таки 13-й аркан у нас выпадает, чему сейчас не время. Вот, наверное, чтобы от вас как будто окончание какого-то не исходило. Вот об этом нам хотят сказать карты. Что будет помогать? Отрицательный опыт вам будет помогать. Какие-то ситуации, в которых вы уже были. Или то, когда вы прежде принимали решение, или кому-то огласили, например, свое решение, а в последующем пожалели. Ведь по тройке мечей это и есть его величество опыт, тот, который у нас уже не вызывает никаких эмоций, оставив нам ситуацию наперед для того, чтобы мы в последующем не наступили на те же самые грабли, мои дорогие. Как будто какую-то ошибку не следует еще раз повторить. Или, к примеру, люди, человек, который вам, где-то доставил неприятные эмоции, вам придется заново с ним как будто столкнуться. И значит, не место, я бы сказала, вообще ни импульсу, ни проявлять свое настроение. Вот равнодушие буквально будет помогать. Вы можете там, знаете, как кровь в жилах закипает, внутри вас самих. Вы люди, достаточно активные, но транслировать нужно совершенно противоположная энергия, спокойствие. Для кого-то из вас, может быть, окончательно придется буквально исключить человека из своей жизни. Может быть, вы увидите, что вас обманывают. Вот такое тоже может проиграться. Какое-то важное решение, вам захочется как раз с учетом 13-го аркана в чем-то поставить точку. Но, тем не менее, 13-й аркан, трансформация или завершение, он у вас выпадает в позиции, чему сейчас не время. Поэтому храните спокойствие. Как бы это для вас сложно не было, но даже если вы приняли какое-то решение, не время оглашать его. Или как будто, знаете, как-то резко что-то менять. Кто знает, может быть, еще через какой-то период времени вы еще какие-либо узнаете тайны, события, информация придет, и для вас картина будет более полной. Мы чего-то как будто пока еще не видим до конца, понимаете? И поэтому окончание искусственно ускорять нам карта и говорит: не время. Что скрыто? Солнце, мои дорогие. Вот правда, вот посмотрите, насколько полярные карты. Может быть, нам поэтому и говорят: храни терпение, храни где-то молчание, не поддавайся на импульс. Не время вообще ни разу эмоциям. И информация будет приходить разная. Есть карта победы, понимаете как? То есть ваша достаточно сильная позиция, но вокруг есть много турбулентностей. Как сохранить все то, чего вы уже добились, достигли, так и самого себя, саму себя. Правильно, проанализировать, что вам говорят люди и что скрыто ваше солнце, мои дорогие. Вот в эту неделю вы буквально себе чем-то не должны навредить. Именно каким-то рывком, импульсом или резким заявлением, или ссорой, может быть, или где-то обновить прежнюю ошибку. Дела, работа, бизнес. Вот и правда. Вот эта карта так называется Верховная Жрица. Вот она так выглядит на картах Таро языческих кошек. И это карта тайны. Это карта тайных знаний. Это карта того, что вы тоже можете скрывать. Для вас еще что-то не определилось. Вот нам об этом говорят. Будьте хитрее, не рассказывайте ничего. И если вы даже для себя какой-то прогресс наметили, как будто тоже никому не проболтаться будет важно. Где-то это и пересекается вот с этой возможной ошибкой из прошлого, также и с картой трансформации или окончания, которая в позиции, чему сейчас не время. И у нас в любой колоде карт Верховная Жрица находится как будто между двух колонн. Темная и светлая. Это то, что явно видно, и то, что от нас скрыто. И у вас скрыто солнце. Тут себе не навредить будет
Важно дважды. И все же, это у вас старшие арканы, мои дорогие. Посмотрите, какие серьезные старшие арканы. Правда, вы в эту неделю можете еще пока не видеть полноты разворачивающихся событий. Или как это будет продолжено в последовательности. А, видимо, вот без этой недостающей информации вы каким-то образом сами себя можете запутать. Вот будьте внимательны. Когда выпадает Верховная Жрица, ну, где-то молчание золота, это точно. Умение договариваться, умение хранить как и чужие секреты, так и свои. И сама по себе работа с информацией, когда как минимум пополам мы делим и, может быть, что-то перепроверяем. И это на дела, работа, бизнес. И, кстати, если что-то становится на паузу, правда, это не значит, что это все закончилось. У кого-то 13-й аркан будет свидетельствовать, предположим, мои дорогие овны, была сложная ситуация, к примеру, на работе, да, со всеми переругались. Ну, почему нет? Такое тоже бывает. И вы уже думаете, ну точно все, это конец. Нет. Это тоже не конец. Как раз разобраться с чем-то в спокойных энергиях. Ну, больше дружелюбия, но и конкретики. Не уходить в эмоции. И для вас, скорее всего, вот это солнце. Кто знает и означает. Ведь порой у нас бывает, что складываются отношения, ну пусть даже с руководителем. Или вообще отношения какие-то в социуме, с коллегами. Вот с теми людьми, которых мы не можем отменить. Поначалу они сложно как-то, вот мы не можем договориться или установить вот это самое взаимопонимание. Но потом, когда мы спокойно, без эмоций, что-то проговорим, мы понимаем, что это было какое-то недоразумение. Мы мыслим одинаково и в последующем становимся надежными друзьями. Увы, такие метаморфозы в нашей жизни бывают, и у вас такое подобное может быть. Финансы. Что-то вы задумали. Вообще по финансам у вас все надежно. Тройка жезлов – это всегда как якорь. Это когда у вас все под контролем и когда вы что-то себе планируете на будущее. Но нет движения. Да, нам показана милая кошечка, которая спиной повернулась к нам. То есть будете вы словно между прошлым и будущим проводить какие-то параллели, чем я буду в дальнейшем заниматься или что я буду продолжать и от чего я откажусь. Правда, словно выбор. По тройке жезлов, если мы говорим про финансовую энергию, стабильная энергия, когда мы можем оттолкнуться и даже планировать что-то на будущее. Вот это будет со знаком плюс, но сказать, что тратить деньги, этого я сказать тоже не могу. Как будто нужно все сохранять, это правда. Личная жизнь. Ну вот ваша карта, мои дорогие, выпадает. Это у нас королева жезлов, и как раз королева жезлов наиболее удачлива в делах, в работе, в бизнесе и в решении финансовых вопросов. Может быть, для вас еще карта попутно говорит, умей хранить молчание. Отталкиваться нужно от правильной работы с информацией. В личной жизни я не могу сказать, что нам здесь говорят про любовь. Но, мои дорогие овны, пусть у нас и королева даже жезлов, ведь это карта самодостаточности, это карта уверенности, это карта харизматичности, это карта честных, искренних людей, но тех, которые надеются сами на себя. Может быть, и есть какая-то личная история, ну, значит, мои дорогие овны, все-таки надейтесь сами на себя. Или от вашего желания, может быть, у кого-то сложные вопросы в личной жизни, сложные отношения, и тогда, скорее всего, как будто выбор будете делать вы, или решение будете принимать тоже вы. И когда карта нам выпадает королева жезлов, как будто выход-то вы тоже знаете. Есть у вас определенная программа и сильная позиция. И чего бы это ни касалось. Работы, денег, личной жизни. Но для кого-то из вас эта неделя как раз, когда вы словно с чем-то хотите определиться и, может быть, уже в чем-то поставить точку. Но, видимо, не торопитесь. Подождите, ну, может быть, неделю или несколько дней. Самое главное себе, наверное, не навредить. Помните, что в позиции, что скрыто, выпадает для вас карта Солнца. Ресурсное время, но потратить как будто свои ресурсы нужно совершенно другим образом, в других энергиях, более лояльных, более продуманных, менее импульсивных. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие овны.